Сегодня я хочу вам рассказать, какое выбрать остекление для вашей веранды, террасы или беседки. В зависимости от типов веранд, беседок, которые у вас есть, в зависимости от поставленных целей и от ограничений, которые есть у каждого покупателя. Как сделать оптимальный выбор? Для наших зрителей мы проводим акцию по скидке на нашу продукцию. Если вы хотите сэкономить, смотрите это видео. В течение его я скажу промокод, по которому вы сможете получить максимальную скидку на нашу продукцию. Значит, мы рассмотрим 4 варианта остекления. Это остекление ПВХ стеклопакетами, это остекление ПВХ Sliders, профиль раздвижной пластиковый. Это остекление алюминием, то есть холодный алюминий по системе Провидал. И остекление мягкими окнами. Значит, в зависимости от типа и конструкции вашего строения, какие-то из этих видов остекления применять можно, а какие-то нет. Такое теплое остекление ПВХ или металлопластиковым профилем. Значит, это рама, она прямоугольная, с вставленным в нее, опять же, прямоугольным стеклопакетом. Ну, какие-то частные случаи там овальных, круглых вариантов мы не рассматриваем, потому что это остекление веранды, а не чердака и так далее. Итак, значит, это прямоугольная конструкция. Значит, если у вас беседка, веранда, терраса не на капитальном фундаменте, то есть нету там плиточного фундамента, либо там ленточного фундамента и так далее, то есть если у вас сделана, как обычно, пристройка, то есть там либо на бетонные блоки установлено, либо просто на землю, там через какую-то подложку, то строение подвержено изменениям высоты грунта. Если в такое строение установить пластиковое окно, то летом такой прямоугольный проем зимой станет трапециидным. И перекосится не только сам проем, но и вставленная в него конструкция окно. Стекло своей формы не меняет, и если на стекло подать проем, вот перекошенный проем задает вот такое напряжение, то стекло просто лопается с пушечным звуком. Для полутеплого раздвижного ПВХ, то есть это система, которая ездит на полозьях и позволяет раздвигать створки, без того, чтобы их распахивать, занимать какое-то место внутри помещения. Там требования по большей части к проему такие же. То есть, опять же, жесткая прямоугольная пластиковая рама, которая, будучи перекошенная, просто лопнет в углах, треснет, и все. И вы пользоваться уже больше этим окном не сможете. Остекление Провидал. Это холодное, раздвижное, ну и распашное, там есть решение, алюминиевая конструкция. Значит, там поменьше требований к жесткости проема. Но тем не менее это все еще стекло жесткое. Просто оно вставлено в раму, а рама уже там на элементах фурнитуры, которые позволяют катать эту створку внутри, по полозьям внутри рамы. Там, конечно, перекосы менее критичны, но если уж сильно перекосит, к примеру, если это деревянный дом до усадки, и вы установите в проем остекление алюминиевое, то там усадка проема иногда бывает до 8 сантиметров. То там просто это стекло лопнет, если без обсады, естественно, проем. То есть стекло просто лопнет и ничего не спасет ваши окна. Мягкие окна. Значит, мягкие окна, ну, априори они мягкие, поэтому любые изменения геометрии проема на мягкие окна никак не повлияют в худшую сторону.
И вот как раз для подобного рода проемов и создана система остекления мягкими окнами. Поэтому если у вас вот легкие строения, дышащие, да, которые меняют свою геометрию по сезону, то мягкие окна это вот идеальный выбор для подобного типа остекления. Понятно, что у теплого ПВХ наивысший показатель наивысшие цифры по этому показателю. Вот. Но просто вставив теплое окно в помещении теплее не станет. Если вы хотите остеклить свою веранду теплыми пластиковыми окнами, то помимо теплых окон нужно не забыть утеплить пол, потолок, парапет и боковые стенки, если не есть. Поэтому, если у вас утепленное строение, утепленное теплое строение с элементами тепла, то есть там отопление, обогреватель там, и тому подобное, на жестком фундаменте, то пластиковые окна для вашей веранды идеальный выбор. И дальше по нисходящей. Полутеплое остекление, оно сохраняет тепло меньше, потому что там уже уплотнение не через уплотнители, а щеточное. То есть там продувание уже побольше, но все еще теплое, ну, полутеплое. Это я говорю про остекление слайдерс. Алюминиевое раздвижное остекление системы Providal, ну или там распашное, оно в одно стекло, оно в принципе не утепляет помещение никак. Вот. Поэтому для утепления его использовать невозможно. Будет просто потом конденсат по стеклам и такая шуба по стеклу, и будет все течь к вам по подоконнику. Поэтому если у вас теплое помещение, то Providal вам не подойдет. Также не подойдут и мягкие окна для теплых помещений. Значит, что касается цены. Значит, тут примерно, вот если посмотреть нашу таблицу, то сверху вниз. Самое дорогое это теплое ПВХ, дешевле полутеплое слайдерс, еще дешевле это холодное алюминиевое остекление и самые демократичные цены у мягких окон для этих целей. Если говорить о том, разрушится ли окно или не разрушится, то они, в общем-то, все равны. Все эти 4 вида остекления по этой категории равны. Ни одно окно само там не разрушится, не сгниет, не там растворится, не лопнет, ничего. То есть по сроку службы они одинаковы. Но в Швейцарии, во Франции, в Германии уже долгое время назад приняты законы, которые запрещают пользоваться пластиковыми окнами долей 10 лет. Более того, там обязывает застройщика, организацию либо собственника эксплуатирующего здания каждые 10 лет заменять окна из пластикового профиля. Потому что стабилизаторы, используемые при изготовлении профиля ПВХ, они со временем начинают разлагаться, выделяться в воздух. Все эти там, разные фирмы используют разные стабилизаторы, там в основном все равно это тяжелые металлы, кадмий, свинец и так далее. То есть с экологической точки зрения срок эксплуатации пластиковых окон 10 лет. Все, после этого надо менять. У слайдерса с его пластиковым профилем ровно такая же ситуация. Алюминиевое остекление, вот алюминиевый профиль, он вечный. То есть он не меняет, он не выделяет никаких испарений в воздух помещения. И поэтому для алюминиевого остекления мы дали наибольший срок службы с точки зрения профиля. Значит, мягкие окна, такая же ситуация, как и с любым другим ПВХ профилем, то есть 10 лет.
С точки зрения фурнитуры, то есть механизма, который используется в изделии, значит, любые механизмы, ну, трущиеся детали, любые механизмы изнашиваются. Если за ними не ухаживать, ну, износятся быстрее. Если за ними ухаживать, ну, подольше. Значит, фурнитура, как в пластиковых окнах, так и в алюминиевых, она изнашивается. То есть там есть трущиеся детали, которые вы открываете створку, раздвигаете створку. Там есть колесики, всякие элементы зацепа и так далее. Они трутся и стираются. И со временем, конечно, нуждаются в замене. Вот. В мягких окнах такой проблемы нет. Там нет трущихся деталей. Вот, поэтому мягкие окна с точки зрения механизмов наилучший выход. То есть дальше виды открывания. То есть не секрет, что мы хотим, чтобы вот когда там на улице снег, дождь, мы закрыли окна, а когда солнышко открыли, чтобы у нас там не мешали там никакие рамы, никакие перемычки, никакие там стойки и тому подобное. В этом плане, конечно, наилучший показатель у мягких окон. То есть мягкие окна, они просто сматываются вверх проема, и никакие там перемычки не застилают вам вид из окна. Алюминиевое остекление, пластиковое остекление, там есть ограничения по площади стекла, вот, чтобы стекло не лопалось. Чем больше площадь стекла, тем больше напряжения по стеклу, тем больше шансов, что оно под вибрацией. Вы хлопнете дверью, и стекло просто может треснуть. Зрение подбора цветов под цвет, допустим, там, вашего дома, вашего каких-то элементов интерьера и тому подобное. У всех этих 4 систем очень неплохой набор цветовых решений. То есть тот же материал профиля ПВХ, там по системе ринолит, ну только я знаю 400 цветов пленки, которые можно изменить цвет. Там от черного до там серо-буро-зелено-белого, там любой цвет. У слайдерса ровно то же самое. Значит, у провидала, ну или холодного алюминиевого остекления, окрас идет профиля в вакуумной камере по, значит, каталогу цветов. Ну, на данный момент в России самое распространенное, это, по-моему, не вспомню, потом вспомню, вам скажу. Напишу в комментариях. Значит, там цветов еще больше, чем в пластике. Вот. Значит, у мягких окон цветов, ну, огромное количество. Мы используем вот стандартные 7 цветов, вот, но по желанию заказчика мы можем там из 300 или там 400 цветов, огромный выбор, выбрать любой цвет, который нужен. Апельсиновый, там, салатовый, какой вам нравится. Промокод на максимальную 50% скидку на нашу продукцию OknaTent 27. Произносите это название промокода нашим менеджерам по телефону и получите экономию по упаковке. Экологичность. Вот последний аспект, который, тем не менее, самый, в общем-то, важный, особенно если это брать загородное остекление, где там детки, солнце и тому подобное, то тут наивысший балл опять же, у алюминиевого остекления. Ну, ровно по той же причине, что я уже озвучивал, то есть никаких, то есть это алюминий, металл, он не разлагается на составляющие от времени, от ультрафиолета, ничто на него не влияет. Значит, системы остекления из пластика, они очень стабильные.
И 10 лет оговоренного срока выдерживают более чем. Как вывод моего видео, значит, если вы колеблетесь, какой вид остекления выбрать между этими 4 остеклениями, то надо понимать, то выбор надо начинать с анализа строения, который вы хотите остеклять. Если строение с жесткими проемами, то есть это бетон, кирпич, то, безусловно, можно, ну не обязательно, но можно использовать теплое пластиковое или полутеплое пластиковое остекление. Если это строение с живыми проемами, которые меняют свою геометрию, то тут выбор сразу сокращается. Либо алюминий, либо, что самый надежный вариант, мягкий окна. Если у вас ограничения по бюджету, то опять же и нет необходимости утеплять проем, то опять же это самый лучший вариант мягкие окна, на втором месте алюминиевые. А если вы хотите, допустим, там каждые 3-5 лет менять экстерьер вашего строения, выбирайте недорогие мягкие окна, пройдет 3 года, вы там за небольшую цену поменяйте цвет, вы уже будете опытнее, поменяйте там как-то открывание, какие-то еще добавите опции. Любой из записанных видов остекления мы можем вам предложить. Приедет наш мастер по замеру, измерит проем, посчитает, учтет все ваши пожелания. Вы сможете получить какую-то новую информацию. Он вам обязательно предложит технические решения, которых вы сами не могли знать, и там в интернете, не в интернете, но тем не менее, если у мастера там 10-летний опыт, он вам, конечно, предложит оптимальный вариант. Ставьте лайки под видео, либо дизлайки, если я что-то не то сказал. Оставляйте комментарии с вашими уточнениями, либо вопросами. Я не претендую на истину последней инстанции. Мне тоже интересно узнать что-то новое про отрасль, в которой я уже 20 лет работаю. И хотелось бы понять, интересно ли вам то, что мы для вас снимаем, делаем на нашем канале. Подписывайтесь, будем рады для вас.